Всем салют! В сегодняшнем видео речь пойдет о новой машине, которая у нас появилась в игре Древние Стражи. Да, многие ожидали, что эта машина будет помогать эльфам. На самом деле так и получилось, как и предполагали. Но что она внесет какое-то кардинальное изменение, перелом в сторону эльфа, я бы не сказал. Да, он добавляет эльфам больше, чем обычным другим стихиям, но все равно разница незначительная, да, то есть мы видим, она дает защитную ауру, эта машина нам, которая снижает получаемый урон на 15% на последнем уровне прокачки. Если же у вас отряды эльфов стоят, да, получается, что на 25%, разница 10%. Да, это немало, но это не сделает какой-то колоссальной разницы, да, и все не перейдут с нежити на эльфов, да, или не бросят стихию качать, потому что эта машинка появилась. Во-первых, она подойдет только одному герою, да, то есть все остальные будут без нее. Соответственно, узконаправленность и кардинальное изменение я не жду. Единственное, что можно ожидать кое-какие изменения в расстановке у героев, которые будут применять эту машину, да, то есть можно ставить, опять могут вернуться медузы, которые будут более крепкими, да, станут, если ее полностью, но опять же, полностью прокачать смогут только супердонатеры, да, там мы можем у них посмотреть на начальной стадии, вот уже на арене их можно увидеть, эти машины. Вот, соответственно, такой среднестатистический игрок, если получит эту машину в игре, да, соответственно, за определенный там промежуток времени прокачает на 5-6 уровня, и мы там получаем снижение урона там на 10% или 18%. 15-18 вот для эльфов. Это, конечно, приятный бонус, да, но кардинального изменения в игре перелома не будет. Опять же, помимо ауры он наносит урон. Эта машина, да, она наносит меньше урона, чем катапульта, но больше, чем танк. Да, урон у нее единичные цели наносится. Соответственно, тоже довольно интересно. По поводу того, моего мнения, я бы эту машину взял, да, то есть вот человек, на чем я делаю сейчас видео, я буду стараться ее получить, да, и прокачать. Потому что, в принципе, подойдет она многим героям, особенно тем, которые сейчас популярны. Ворону, Кровавому Магу должна зайти, так как понизит получаемый урон этим юнитам, да, повысит их выживаемость. Не юнитам, а героям. Соответственно, повысит выживаемость юнитов, и они рассчитаны на длительный бой. Соответственно, очень хорошо им зайдет. Вот. В первую очередь, да, тех, кто играет через Ворона, я бы рекомендовал брать эту машину. Ну, исключительно, это мое мнение. Вот. Что и как будет дальше, мы увидим в процессе игры, да, в ходе тестирования. Вот. Такой момент. Ставить ее каким-то более атакующим героем, да, то есть, ну, в принципе, почему бы и нет. Она урон наносит, тоже единичной цели, точно так же, как катапульта. Да, чуть меньше, да, как катапульта меньше, чем катапульта, но опять же, этого может хватить. В какой-то момент добить какой-то стек она сможет. Плюс, опять же, дополнительная защита нужна не только героям, которые играют там на длительный бой защитным, но и атакующим она тоже не помешает, да, то есть повышает выживаемость ваших юнитов на начальной стадии и, соответственно, дает им возможность вносить больше урона. Поэтому машинка не узконаправленная, да, как сказать, что только там двум героям подойдет и все. Применять ее можно всем пробовать, да, то есть, потому что все это очень новое, и, соответственно, все познается в сравнении, да, то есть, когда прокачанный танк полностью, да, у донатера, там все бьет по одной цели, да, как боев смотрел, он просто бьет по одиночной цели, и весь его эффект, да, то есть того, что он может наносить массовый урон, сводится на нет. Тогда как катапульта стреляет и вносит урон, ну, гораздо больше, соответственно, по одной же той же цели. Опять же, часто я видел, как пирамидка стреляет 89 юнитов, да, оставшийся стек там недобитый. И получается, что за 3 хода от нее урона, ну, просто она убила 89 юнитов, и все. То есть, как бы, бесполезность ее в этом плане, ну, в этом бою проявляется.
И, соответственно, на данный момент, может быть, в скором времени изменят механику, будет проще чуть подсчитать, подстроиться. Но пока вот так происходит. Поэтому преимущество данной машины в том, что у нее есть аура, да, которая нам будет помогать на протяжении всего боя, да, то есть с самого начала и до конца. Здесь нет ограничения по ходам, соответственно, нет ограничений по урону дальних юнитов, ближних, магических, физических, да, она просто снижает получаемый урон в зависимости от принадлежности к фракции, да, соответственно, если эльфы больше, если все остальные чуть меньше. Но все равно, да, когда вы прокачиваете ее хотя бы на 6 уровень, получаем уже 10% уже приятно. Вот. И это очень может помочь. Соответственно. Ну а как будет дальше, будем посмотреть. Получить ее можно, сейчас идет ивент. Вот такой, да, вот выполняем задание. Получаем цветочки и прокачиваемся. Да, помимо всего прочего, можно попасть вот в такой магазин интересный, где он тут у нас есть. Сейчас. Вот. И здесь очень много разных предложений. За $1 можно купить всяких интересных плюшечек, да, то есть потратил небольшое количество денег, но получил нужный момент. Опять же, можно получить всякие там сундуки с гемами, да, то есть чтобы закрыть, сейчас идет гамоку, то есть можно недорого получить нужные вам ингредиенты. То есть магазин очень большой, есть смысл его пролистать и убедиться, что вам нужно, да, то есть если кому-то не хватает камней призыва, да, то есть вот здесь тоже $6 можно купить. Соответственно, все это очень полезно, может кому-то просто пригодятся эти нужные моменты. Такой вот большой магазин. Также здесь у нас вот задания, какие мы должны выполнять и получать за них цветочки. И здесь есть у нас расписание, откуда мы еще сможем получать эти цветочки. Соответственно, вы можете просмотреть и спланировать свой бюджет, куда вкладывать деньги, когда не вкладывать деньги, да, куда вы будете, если вы хотите получить эту машину. Опять же, чтобы прокачать машину, то есть вам нужно 100 фрагментов, мы получим с первой попытки, да, здесь можно 5 раз купить. Если вы планируете ее качать хорошо, да, то стоит, конечно, ее здесь взять, потому что в обычном магазине ее нету фрагментов, а для прокачки именно ветки изучения, да, то есть навыков скорости, жизни и защитных навыков, да, там есть место, где нужны именно детали этой машины. Поэтому можно запастись сейчас, если у вас будет возможность взять, чтобы потом у вас там не встала технология прокачки машины, да, и она была у вас сильнее. Поэтому берем такой момент. Здесь можно, конечно, выбирать. Если вы не планируете брать машину, да, то можно здесь брать нужные вам просто ингредиенты, какие-то запчасти для того, чтобы прокачивать те машины, которые у вас есть. Да, если вы не хотите брать, то почему бы не прокачать, просто не купить материалы, да, по возможности, сколько вы там получите этих цветочков, на них накупить. Или же на повышение уровня, или же на прокачку технологии. То есть тут каждый для себя может решить. Кто-то может, наоборот, вот, попробовать собрать. У нас здесь есть область, да, то есть на лечение. Отсюда взять, не ждать чуда, а здесь получить часть, потом получить в чуде. То есть каждый выберет для себя. На этом все. Всем спасибо.